Признаки панической атаки. Те, кто ее испытывал, понимают, что один из главных симптомов – это страх. Страх смерти, страх сойти с ума. И большое количество самых разных симптомов – это и боли. Боли в сердце, головная боль, дискомфорт в области желудка, онемение и покалывание в кончиках пальцев – все это сопровождает паническую атаку. Самой главной причиной панического расстройства, панической атаки является тревога или генерализованное тревожное расстройство. Специалисты говорят об эмоционально-аффективных нарушениях с тревожным компонентом. Да, тревожное расстройство – это основа основ развития панических атак. Мы говорим о паническом расстройстве, когда их много, и они часто беспокоят человека в течение жизни. Но может ли она возникнуть у здорового? Безусловно. Например, после испуга. Паническая атака для жизни не опасна. Симптомы крайне неприятные, вызывают кучу дискомфортных ощущений, и те, кто из вас ее испытал, не понаслышке знают об этом, что паническая атака именно заставляет человека забиться в угол, не выходить из комнаты. Это очень не просто дезориентирует, а десоциализирует человека. Он теряет порой работу, привычный образ жизни, круг друзей, и вот этим она опасна. Испуг в прошлом, который вдруг вам напомнит о себе через несколько лет на фоне каких-то неблагоприятных событий в вашей жизни, может привести к развитию панической атаки. Как лечить паническую атаку? В интернете вы можете найти массу советов по этому поводу. Чувствуете, подступает паническая атака, и вот это бегство, это и будет являться подкреплением в данном случае. Просто наблюдайте за этим. Просто наблюдайте за этим. Это прекрасный совет, но те из вас, кто испытывал паническую атаку, будет негодовать по этому поводу. Представьте себе, у человека, у вас развивается паническая атака. Вот я сейчас покажу ее. Вот она, нехватка воздуха появляется. У меня страх смерти. Я боюсь. Мне плохо. Ком в горле. Сердце колотится, оно готово вырваться, разорваться. Сейчас я готов вскочить и побежать куда-то. И просто понаблюдать за этим. Это удивительно. Я много наблюдал пациентов с панической атакой в стационаре. Боюсь, что психолог, который дал такой мудрый, замечательный совет просто понаблюдать за этим, не видел и не был в стационаре. К нему приходили пациенты и описывали, возможно, паническую атаку, но когда ты ее переносишь, не до наблюдения. Может, за психологом бы надо понаблюдать, прежде чем наблюдать за своей панической атакой. А если говорить серьезно, то надо обращаться к врачу, безусловно. Кто-то скажет, посмеется, пожмет плечами, опять к врачу. Да, психотерапевт, психиатр, невролог и уже потом психолог помогут в этой ситуации. Напомню, паническая атака развивается на фоне тревожного расстройства, и здесь необходимы препараты. Да, анксиолитики – это препараты, снижающие уровень тревоги, и антидепрессанты с преимущественным противотревожным действием. Хотя, конечно, есть замечательные рекомендации. И многие из вас, кто уже живет с этими паническими атаками, знают, что через определенное количество времени они стихают. Они не такие яркие, как были в самом начале. Почему? Я не люблю словечко «принятие», но в какой-то степени это тот самый процесс принятия, который происходит у людей с паническими расстройствами. Вот первые панические атаки были очень яркими, но человек понимает, вы понимаете, что от них не умрешь, что это приходящее. Неприятно, да, но они проходят. И идут месяцы, а то у некоторых и годы, и человек начинает привыкать, приспосабливаться, принимать, отпускать ситуацию и как бы говорит сам себе: ага, приближается паническая атака, ну хорошо, приходи. И очень часто она либо вовсе не приходит, эта паническая атака, либо протекает с очень стертыми вариантами течения. Какая первая помощь при панической атаке? Первая помощь при панической атаке все-таки мы должны начать наверняка с препаратов. Например, когда вы принимаете их под язык. Скорость работы этого препарата почти такая же, когда вы вводите, например, его в мышцу или в вену.
Это медикаментозная терапия, которую вы обсуждаете с вашим врачом. Но что лично вам попытаться сделать до того, когда вы заявитесь на прием к специалисту? Можно взять пакет. Да-да, тот самый пакет, который очень часто троллят мои пациенты и некоторые специалисты. Мол, пакет — это привязка, это фиксация. Но я постараюсь объяснить, в чем тут дело. Почему пакет помогает избавить человека от ярких симптомов панической атаки. Я говорил о том, что при панической атаке вы испытываете одышку, нехватку воздуха. Появляется так называемый гипервентиляционный компонент. Вы часто дышите. Что происходит в этой ситуации? Ваш мозг насыщается кислородом, стремительно насыщается большим количеством кислорода. Это мозгу не нужно вовсе. И вот здесь наша задача подавить работу дыхательного центра, который находится в продолговатом мозге. Для этого мы действительно берем пакет и начинаем дышать в этот пакет. Что происходит в этой ситуации? При дыхании в пакет вы, выдыхая воздух из легких, получаете ситуацию, что в этом пакете концентрация углекислого газа возрастает в значительной мере, чем в окружающей среде, в окружающем нас воздухе. И вот эта повышенная концентрация СО2 помогает немножко придавить активность дыхательного центра. Мозг, образно говоря, начинает успокаиваться. Это четкий патофизиологический механизм, который работает. И уже отсюда вытекает еще одна рекомендация. Это изменение паттерна дыхания, которое вы можете делать при использовании таких методик, как медитация, например. Вы перестаете дышать грудью, начинаете дышать животом, то есть с грудного дыхания переходите на брюшной тип дыхания и начинаете с изменением паттерна дыхания изменять длительность вдоха и выдоха. В норме, в лучшем его варианте, длительность вдоха короче, чем выдох. То есть вы делаете короткий вдох, потом пауза и потом длинный выдох. Кстати, это вам поможет, когда паническая атака надвигается. В дебюте ее вы чувствуете первые симптомы и начинаете дышать по-другому.